Добро пожаловать на канал Техревизор. Сегодня у нас обзор на моющик окон Zora Z4, который, как и прошлые модели производства Atwell, произвел довольно понятное и однозначное впечатление. Какое, узнаете ближе к концу, а пока давайте рассмотрим, чем нас порадовал производитель по части комплектации. Внутри фирменной коробки нас встречает само устройство, адаптер питания с длинным кабелем целых 5 метров, чистящие кольца, салфетки, страховочный трос, распылитель, пульт дистанционного управления на батарейках и руководство пользователя. К слову, последнее поможет быстро понять, какой индикатор за что отвечает, как вообще всем этим пользоваться и даже получить несколько советов, как сделать уборку окон еще проще. В частности, за счет того, что все переведено на русский язык. Сам моющик получил привычную палитру цветов, которую Atwell использовали и в предыдущих моделях. По корпусу нареканий нет, материалы прочные, что можно сказать и о качестве сборки, никаких люфтов, скрипов и прочего. Также не забываем, что это одна из самых тонких моделей высотой всего 71 мм, что расширяет возможности за счет большей проходимости в условиях узких пространств. Ну, например, его можно использовать даже на окнах с решетками. Сверху находится кнопка питания, которая соседствует с мягкой ручкой, за которую владельцу удобно браться, чтобы поместить устройство на окно или забрать его по окончанию процесса. С противоположной стороны инженеры разместили разъем питания, а также отверстие для страховочного троса. Если перевернуть моющик, увидим те самые чистящие кольца, на которые надеваются комплектные салфетки. Сразу отметим, что они качественные и не должны быстро приходить в негодность, если вы будете правильно за ними ухаживать. Ну а спустя время, если все же понадобится, можете заказать новые, с этим проблем никаких. Сбоку расположился датчик дистанционного управления, компанию которому составляет индикаторы разных цветов. Всего 4 варианта оповещений. Синий говорит о правильной работе устройства, красный о каких-либо неисправностях, оранжевый сообщит, если идет зарядка, а зеленый, если она закончилась и все готово к работе. Разумеется, Zora Z4 не беспроводной. Аккумулятор на 650 мАч нужен только для экстренных случаев, если вдруг прекратится подача электричества. Это поможет избежать неприятных последствий, и у вас будет целых 15 минут, чтобы снять устройство с окна. А чтобы сократить вероятность до нуля, обязательно пользуемся страховкой. Теперь быстро пройдемся по характеристикам. Все самое важное уже на вашем экране. Можете поставить на паузу и изучить подробнее. Мы же сразу поговорим о функционале, потому что тут действительно есть о чем рассказать. Благодаря продвинутой системе навигации моющик не пропускает отдельные участки, передвигаясь от рамы до рамы, а потом направляясь к точке, откуда производился старт. Есть опция двойного прохода, что помогает избавиться от пятен и присохшей пыли, при этом с мощностью всасывания в 2800 паскалей он не соскальзывает вниз. Плотно прикрепляется к стеклу и любой другой поверхности, которую вы решите очистить. Есть заранее предустановленные алгоритмы работы, которые вы можете выбрать в любой момент, воспользовавшись пультом. На выбор автоматическая уборка, а также локальные проезды влево-вниз или вправо-вниз. О пульте долго говорить и нет смысла, потому что тут все просто, функционально и интуитивно понятно. Верхние кнопки запустят автоматический проезд в заданном направлении, а стрелки отвечают за ручное управление. Автоматического распыления жидкости тут нет, поэтому специальную моющую жидкость, которую вы можете заказать отдельно, нужно распылить на салфетке. Ну или можете воспользоваться водой. Но сначала при первом проезде лучше запустить сухую уборку, чтобы не образовалась грязь и удалились крупные частицы. Усердствовать с жидкостью не стоит, потому что в этом не особо есть и смысл, да и это может не лучшим образом повлиять на качество уборки. Пары нажатий будет достаточно. По поводу уборки в углах особо вопросов нет, потому что, как видите, форма моющика не совсем под это предназначена, хоть и размер неубранных участков пытается стремиться к минимуму. Но раз уж заговорили, квадратные аналоги не такие уж и соперники в этом деле, потому что в углах у них все-таки находятся датчики. Вот так выглядит окно после полной уборки. Как видите, результат вполне очевиден и комментировать тут особо нечего, что в общем-то плюс, так как работа выполнена без нареканий. Что важно, уровень шума в процессе составляет всего 65 дБ. Если сравнивать с аналогами от других производителей, это достойный показатель, от которого ваши уши и уши ваших соседей не будут страдать. Поверьте, порой это очень важно. Ну и что можно сказать в качестве вывода? Zora Z4 способен работать на разных поверхностях, от окон и стен в ванной до, скажем, больших зеркал. Причем их форма вообще не имеет значения, хоть круглые, это не проблема. Управление отзывчивое, моющик реагирует на пульт практически моментально.
Весит устройство всего 870 грамм и способно работать в условиях ограниченных пространств. В комплекте есть все, что нужно для быстрого старта, включая понятную инструкцию, даже в YouTube бежать не придется. Соответственно, как и в прошлых обзорах на мойщики от Atwell, мы лишь можем в очередной раз посоветовать посетить официальный магазин или другие площадки, где продается Z4, посмотреть отзывы и принять для себя правильное решение. Что касается нас, мы смело советуем устройство к покупке. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, а канал подписками. До встречи в следующих видео.